Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы на моем YouTube-канале рассмотрим важный и достаточно интересный вопрос, а именно возвращение Федора Христенко, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, в державной зраде, в предательстве и его предполагаемые показания против детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, как вот эта вся ситуация отражается на репутации офиса президента Украины Владимира Зеленского. Вопрос стоит так: использует ли офис президента агента ФСБ, предателя, для защиты друга президента Украины Тимура Миндича из ближайшего окружения Владимира Зеленского? Может ли это привести к импичменту президента? Мы углубимся в детали, рассмотрим версии событий, оценим их правдоподобность, сделаем прогноз последствий. Тема чувствительная, связана с политикой, коррупцией, национальной безопасностью, поэтому давайте разбираться, сохраняя все аспекты дела. Друзья, в Украине мы постоянно слышим бандеровский лозунг приветствия «Слава Украине» и ответ «Героям слава». Недавно стало известно, что один из таких героев, так сказать, по имени Тимур Миндич, сбежал из Украины в Израиль. Героя Миндича прикрывает герой Малюк, правоохранителя из НАБУ Руслана Магомедрасулова, который накопал данные о геройских подвигах героя Миндича, закрыли в СИЗО. И теперь в свете возвращения Федора Христенко, обвиняемого в работе на ФСБ и предательстве Украины, и его предполагаемых показаний против детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, ситуация становится абсурдной и достаточно циничной. Ведь если герои, так сказать, вроде Миндича сбегают за границу в Израиль, а честные следователи, вроде Магомедрасулова, сажаются за решетку, то что остается от этого бандеровского лозунга? Давайте разбираться в деталях и постараемся понять, как это все связано с офисом президента и, возможно, с импичментом. Для начала существенный факт. Министр обороны на сегодня это Денис Шмыгаль, министр обороны Украины. Он назначен на эту должность 17 июля 2025 года. Рустем Умеров, бывший министр обороны и теперешний председатель РНБО, значит, тоже участвует вот во всей этой процедуре, так сказать, с Христенко. Это политические фигуры, они играют важную роль в этой истории. Федор Христенко – народный депутат от запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь» ОПЗЖ. Он был задержан, ну так сказать, задержан, неофициально задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Может, он был выкраден там 6 августа это произошло 2025 года, и был Христенко возвращен в Украину в начале сентября этого 2025 года, так сказать, по политической договоренности, а не через официальную юридическую процедуру экстрадиции. Издание «Зеркало недели» опубликовало материал, в котором говорит, что возвращение произошло не через стандартную процедуру экстрадиции, в результате договоренности на высшем уровне между Украиной и ОАЭ, Объединенными Арабскими Эмиратами. Переговоры велись при непосредственном участии президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора обвиняют Христенко в государственной измене, статья 111 Уголовного кодекса Украины, а также в злоупотреблении влиянием, статья 369.2 УК Украины. По их версии, Христенко был завербован ФСБ России задолго до полномасштабного вторжения
2022 года и создавал механизм влияния на руководство НАБУ для продвижения российских интересов. После возвращения Христенко был арестован и помещен под стражу без права внесения залога. По данным СМИ, он должен дать показания против Руслана Магомедрасулова, старшего детектива НАБУ, задержанного СБУ в июле 2025 года по подозрению в тяжких преступлениях. Руслан Магомедрасулов обвиняется в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ, незаконном обогащении, сокрытии российского гражданства своего отца при получении доступа к государственной тайне. СБУ утверждает, что он передавал конфиденциальную информацию, включая материалы расследований НАБУ, третьим сторонам, возможно, связанным с Россией, вел бизнес по торговле технической коноплей через отца, гражданина РФ. Важно, что Магомедрасулов занимался документированием деятельности Тимура Миндича, бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95», который считается близким соратником президента Зеленского. Эти действия привели к появлению так называемых пленок Миндича, записи разговоров, сделанных в квартире на улице Грушевского, 9А в Киеве, где, по данным «Украинской правды», Зеленский ранее праздновал свой день рождения. Нардеп Алексей Гончаренко в эфире телемарафона заявил, что на этих пленках обсуждали схемы отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте через покупку банка во Франции, контракты на продажу оружия, взятки в энергетическом секторе и другие коррупционные действия. Магомедрасулов в интервью из СИЗО категорически отрицает передачу каких-либо материалов, включая данные негласных следственных действий Христенко или другим лицам, называя обвинения против себя сфабрикованными. Теперь главный вопрос. Как возвращение Христенко и его предполагаемое показания против Магомедрасулова повлияют на репутацию Офиса президента? Использование фигуранта, обвиняемого в работе на ФСБ для дачи показаний против детектива НАБУ, создает серьезные репутационные риски. Политическая договоренность о возвращении Христенко, инициированная на уровне Зеленского, указывает на прямое вмешательство исполнительной власти в процесс, который должен быть юридически прозрачным и чистым. Если Христенко, обвиняемый в госизмене, используется для дискредитации НАБУ, которая расследовала деятельность Тимура Миндича, фигуры, которую нардеп Ярослав Железняк назвал кошельком президента, это создает впечатление, что офис президента может быть вовлечен в кампанию по защите коррупционных интересов своего окружения. СМИ прямо называют возвращение Христенко частью плана Банковой по нейтрализации антикоррупционных органов. Посты в соцсетях обвиняют Миндича в участии в схемах по распилу бюджета, что усиливает общественное недоверие к офису президента. Как это отражается на репутации Офиса президента? Во-первых, использование обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ для давления на НАБУ подрывает доверие к антикоррупционной политике Украины. НАБУ – ключевой орган, созданный при поддержке международных партнеров, таких как Евросоюз и США, которые настаивают на его независимости как условии предоставления финансовой и военной помощи. Если офис президента воспринимается как организатор кампании против НАБУ, это может ослабить международную поддержку Украины в условиях продолжающейся войны с Россией. Во-вторых, связь дела с пленками Миндича, которые, по слухам, содержат компрометирующую информацию о коррупционных схемах в окружении Зеленского, усиливает общественные подозрения в системной коррупции на высшем уровне. В-третьих, непрозрачность политической договоренности о возвращении Христенко и закрытый характер судебных заседаний по делу Магомедрасулова создают впечатление, что офис президента действует в интересах узкого круга лиц, а не в интересах государства. Посты в соцсетях выражают недовольство действиями окружения Зеленского, называя их предательством, что дополнительно подпитывает негативное восприятие. Является ли это использование агента ФСБ для защиты Тимура Миндича и окружения Зеленского? Рассмотрим три версии событий, оценим их правдоподобность и дадим прогноз. Первая версия. Офис президента сознательно организовал возвращение Христенко, чтобы использовать его показания против Магомедрасулова и становить
расследование по Миндичу, тем самым защитив ближайшее окружение Зеленского. Аргументы за. Конфликт между СБУ и НАБУ обострился после расследований НАБУ, затрагивающих Миндича, которого называют теневым офисом Зеленского. Издание «Зеркало недели» сообщает, что возвращение Христенко связано с его готовностью свидетельствовать против Магомед-Расулова, что соответствует интересам власти в ослаблении НАБУ. СМИ прямо указывают на план Банковой по дискредитации антикоррупционных органов. Политическая договоренность, инициированная на уровне Зеленского, подтверждает вмешательство исполнительной власти. Закрытый характер дела Магомед-Расулова и отсутствие публичных деталей о показаниях Христенко усиливают подозрения в политической мотивированности. Аргументы против этой версии. СБУ утверждает, что имеет независимые доказательства вины Магомед-Расулова, включая переписки, аудиозаписи, а показания Христенко лишь дополняют их. Нет прямых доказательств, что цель показаний исключительно защита Миндича, а не расследование связей с ФСБ. Правдоподобность, оценка этой версии 8 из 10. Эта версия наиболее вероятна, учитывая политический контекст и чувствительность дела Миндича. Прогноз. Если эта версия верна, показания Христенко будут использованы для временного ослабления НАБУ и приостановки расследования по Миндичу. Однако без твердых доказательств против Магомед-Расулова дело может развалиться в суде, усиливая критику офиса президента. Вторая версия. Возвращение Христенко связано с расследованием связей НАБУ с ФСБ, а не с защитой Миндича или окружения Зеленского. Аргументы «за». СБУ обвиняет Магомед-Расулова в сотрудничестве с ФСБ, и показания Христенко как фигуранта, связанного с российскими спецслужбами, могут быть важны для раскрытия таких связей в интересах национальной безопасности. ОАЭ, выступающие посредником в переговорах между Украиной и Россией, могли передать Христенко для содействия расследованию. Например, в августе 2025 года ОАЭ организовали обмен 146 военнопленных, что подтверждает их роль в дипломатических процессах. Аргументы против такой версии. Центр противодействия коррупции сообщил о манипуляциях СБУ с доказательствами, например, искажение аудиозаписи, где разговор о бизнесе в Узбекистане был представлен как связанный с Дагестаном. Отсутствие публичных доказательств связи Магомед-Расулова с ФСБ подрывает доверие к этой версии. Оценка правдоподобности этой версии 5 из 10. Версия возможна, но выглядит менее убедительно на фоне политического контекста и недостатка прозрачных фактов. Прогноз. Если эта версия верна, дело Магомед-Расулова может позиционироваться как вопрос национальной безопасности, но без убедительных доказательств оно рискует быть воспринятым как политическое давление, что усилит репутационные потери для офиса президента. Третья версия. Христенко согласился дать показания против Магомед-Расулова в обмен на сделку со следствием, чтобы смягчить собственное наказание, а офис президента использует это для давления на НАБУ. Аргументы «за». Христенко, как обвиняемый в госизмене, находится в уязвимом положении и мог пойти на сделку со следствием, чтобы избежать сурового приговора. Политическая договоренность, обходящая экстрадицию, могла быть способом обеспечить его сотрудничество без риска отказа ОАЭ в формальной процедуре. Закрытый характер дела Магомед-Расулова и отсутствие публичных деталей о показаниях Христенко усиливают вероятность закулисных договоренностей. Аргументы против. Нет прямых доказательств сделки между Христенко и СБУ. Его арест без права внесения залога указывает на жесткую позицию следствия, что может противоречить идее смягчения наказания. Оценка правдоподобности 6 из 10. Сделка возможна, но ее детали остаются спекулятивными из-за отсутствия публичной информации. Прогноз. Если Христенко дал показания в обмен на сделку, это временно усилит дело против Магомед-Расулова, но такие показания рискуют быть признаны недостоверными в суде, особенно если не подкреплены другими доказательствами, что усилит критику офиса президента. Теперь о самом остром вопросе. Пахнет ли все это импичментом? В украинском законодательстве импичмент регулирует статьей 111 Конституции Украины.
Для его инициации необходимо доказать, что президент совершил госизмену или другое тяжкое преступление. Процедура сложна, требуется решение Верховной Рады. 300 голосов для создания следственной комиссии, 338 голосов для отстранения. Подтверждение Конституционного суда и соблюдение процессуальных норм. На текущий момент нет прямых доказательств, связывающих Владимира Зеленского с госизменой или коррупцией, которые могли бы стать основой для импичмента. Пленки Миндича, если они существуют, могут содержать компрометирующую информацию о коррупционных схемах в окружении Зеленского, но их подлинность не подтверждена. Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк отметил, что современные технологии позволяют подделывать записи, что снижает их юридическую силу. Политическая договоренность о возвращении Христенко и предполагаемое давление на НАБУ вызывают серьезные вопросы о прозрачности действий Офиса президента, но не достигают уровня доказательств, необходимых для импичмента. Тем не менее, общественный резонанс, подпитываемый постами в соцсетях, которые называют действия окружения Зеленского предательством и сообщениями СМИ о коррупции в его команде, создают риск политического кризиса. Например, СМИ упоминают слухи о возможном предательстве в окружении Зеленского, что усиливает общественное недовольство. Как выглядит офис президента в свете этих событий? Репутация офиса серьезно пострадала. Использование Христенко, обвиняемого в работе на ФСБ для давления на НАБУ, воспринимается как попытка защитить коррупционные интересы окружения Зеленского, включая Миндича. Это подрывает доверие к антикоррупционной политике и создает угрозу международной поддержки, особенно со стороны ЕС и США, которые требуют независимости НАБУ. Непрозрачность политической договоренности и закрытый характер дела Магомед-Расулова усиливают восприятие офиса как структуры, действующей в интересах узкого круга, а не государства. Если пленки Миндича окажутся подлинными и будут обнародованными, это может спровоцировать масштабный скандал, но пока их существование остается на уровне слухов, они не имеют юридической силы. Важный аспект подписания Зеленским закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, которое произошло в начале 2025 года, фактически стало капитуляцией перед коррупцией в Украине. Этот закон, разработанный под давлением внутриполитических сил, близких к власти, предусматривал сокращение полномочий антикоррупционных органов, что позволило бы замедлить расследование, затрагивающее окружение президента, включая дела, связанные с Миндичем. Однако под давлением народа, вышедшего на акции протеста в Киеве и других городах в феврале-марте 2025 года, а также международных партнеров, таких как Евросоюз и США, которые пригрозили приостановкой финансовой помощи, этот закон был отменен в урезанной форме в апреле 2025 года, хотя полномочия НАБУ и САП были частично восстановлены, но их независимость сейчас остается под вопросом, а этот эпизод лишь усиливает подозрение в том, что офис президента стремится защитить коррупционные схемы, что делает возвращение Христенко еще более тревожным сигналом. Прогноз развития событий включает несколько сценариев. Первый. Если показания Христенко подкреплены доказательствами, такими как переписки или аудиозаписи, дело Магомед-Расулова может быть использовано для временной дискредитации НАБУ, что приостановит расследование по Миндичу и защитит окружение Зеленского. Вероятность 50%. Однако статус Христенко как обвиняемого и непрозрачность договоренности делают такие показания уязвимыми для критики в суде. Второй. Если показания Христенко окажутся неподкрепленными или полученными под давлением, дело против Магомед-Расулова может развалиться, что усилит позиции НАБУ и вызовет международную критику Офиса президента за вмешательство в антикоррупционные процессы. Вероятность 30%. Третий. Упоминание пленок Миндича в показаниях Христенко вызовет всплеск интересов СМИ, но без подтверждения их подлинности дело останется на уровне спекуляций, что может быть использовано для отвлечения внимания от других проблем власти. Вероятность 60%. Четвертый.
независимо от исхода, давление на НАБУ и использование Христенко подорвут доверие к офису президента, рискуя спровоцировать политический кризис, особенно если международные партнеры усилят давление из-за угрозы независимости антикоррупционных органов. Вероятность кризиса 80%. Импичмент остается маловероятным без твердых доказательств против Зеленского, таких как подтвержденные пленки или иные документы, связывающие его с преступлениями. Вероятность импичмента 20%. Уважаемые зрители, возвращение Федора Христенко и его предполагаемые показания против Магомед Расулова ставят офис президента в уязвимое положение, усиливая подозрения в попытке защитить коррупционные интересы окружения Зеленского, включая Тимура Миндича. Использование обвиняемого в работе на ФСБ для давления на НАБУ – это репутационная катастрофа, которая может ослабить международную поддержку Украины. Подписание закона об ограничении полномочий НАБУ и САП Зеленским стало капитуляцией перед коррупцией, хотя под давлением народа и Запада эта капитуляция была отменена в урезанной форме, что лишь подчеркивает уязвимость антикоррупционной политики Украины. Как юрист я призываю к максимальной прозрачности в расследовании этих дел. Политические договоренности не должны подменять правосудие, а следствие должно опираться на факты, а не на показания, полученные под возможным давлением. Мы, как граждане, должны требовать открытости и независимости, чтобы правда восторжествовала и коррупция не подрывала наше государство на высшем уровне. Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить конкретные аспекты, пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы. С вами был юрист Валерий Табаков.